Всем привет, друзья! Сегодня я хочу поделиться с вами рецептом рождественского имбирного печенья. Я очень люблю это печенье, оно действительно получается безумно вкусным. Подробности сейчас расскажу, а вы пока не забудьте подписаться на мой канал. Список ингредиентов вы видите сейчас на экране, а также подробный список я оставлю в описании под этим видео. Там вы сможете подробно все прочитать. И для начала нам нужно смешать все сухие ингредиенты. В муку просеиваем разрыхлитель, корицу и имбирь, для того, чтобы не было комочков. Все хорошо перемешиваем. И я еще рекомендую добавить щепотку мускатного ореха. Только не перестарайтесь, иначе привкус мускатного ореха будет очень сильно чувствоваться, поэтому буквально капельку. Все хорошо перемешиваем и отставляем в сторону. Теперь берем мягкое сливочное масло, добавляем сахар и все хорошо взбиваем. Я использую ручной миксер, планетарный нам для этого не понадобится. Добавляем одно яйцо и снова все хорошо взбиваем. Теперь добавили мед и продолжаем взбивать небольшими порциями. Добавляем к маслу нашу муку со специями и снова все взбиваем. Как только миксеру будет сложно, можно перейти на рабочую поверхность и воспользоваться ложкой, либо же руками, кому как удобно. Тесто получается очень приятное, оно мягкое, абсолютно не липнет к рукам. Если же вам кажется, что этого недостаточно, добавьте немножко муки. Но опять же не перестарайтесь, чтобы тесто не получилось тугое. Оно должно быть вот такое мягкое, податливое, как очень качественный пластилин. Теперь берем пищевую пленку, оборачиваем наше тесто и убираем в холодильник на 1 час или в морозилку на полчаса. Тесто должно хорошо охладиться. Оно должно быть довольно плотным, но не слишком твердым. Если же вы передержали тесто в холодильнике или в морозилке, дайте ему полежать при комнатной температуре буквально 1 минуту, и оно уже получится таким, каким и должно быть. Плотным, но не слишком твердым. Берем кусочек от нашего общего количества теста, остальную часть теста убираем в холодильник, для того, чтобы оно не успело остыть. Я буду использовать вот такие формочки с пружинкой. Так как печенье рождественское, я решила сделать печенье в виде таких пряничков. Вы можете взять просто стакан, либо же какие-нибудь классические формы, либо вообще можно скатывать шарики и выпекать печенье в виде круглых шариков. Тоже получится очень вкусно. Поверьте, форма на вкус печенья не влияет. Если вам кажется, что тесто слишком мягкое и формы прилипают, то присыпьте просто раскатанную поверхность теста мукой, и тогда формы будут легче выскакивать из теста. С такими формочками, которые на пружинке, с ними нужно научиться работать, ничего сложного в этом нет, но сначала вам может показаться, что вы слишком сильно надавили, либо же наоборот не додавили и вырубка не пропечаталась на тесте. Тут нужно приловчиться, и потом все получится. Печенюшки получаются очень красивые, форма у них рельефная, но сразу хочу сказать, так как у нас имбирное тесто и в тесте содержится разрыхлитель, то они получатся немножко пышные, и уже такой вот ровной рельефной формы не получится. Если вы хотите, чтобы печенье было исключительно такой формы и не вырастало, то нужно готовить на другом тесте, которое не содержит разрыхлитель, например, сахарное печенье. Тогда оно получится вот такое ровное. Сейчас после выпекания вы поймете, о чем я говорю. Из этого количества теста у меня получилось ровно 2 противня печенек. Это 52 штучки.
Но если вам кажется, что это много, поверьте, для детей это буквально один день и печенья больше нет. Поэтому, если вам хочется печенья побольше, готовьте сразу двойную порцию. Кстати, при желании в тесто можно добавить щепотку молотой гвоздики и капельку черного перца. Такую же хитрость я использую в приготовлении пряников. Получается тоже очень интересный вкус у выпечки. Если вы найдете молотую гвоздику, очень рекомендую добавить. У меня ее нет, поэтому печеньки получаются просто имбирные. Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке 5-7 минут, не больше. Поверьте, печенье очень быстро выпекается, и есть вероятность того, что вы его передержите в духовке, и оно у вас просто сгорит. Поэтому не больше 5-7 минут. Вот такое печенье получается. Как я уже говорила ранее, оно получилось довольно пышненькое. Равномерного рельефа у печенюшек нет, но на вкус, поверьте, это никак не влияет. Показываю вам для сравнения, как выглядит уже готовое печенье и печенье, которое мы только что отсадили. Как по мне, то оно очень симпатичное. Если же вы слишком тонко раскатываете тесто, то печеньки получаются более рельефные. Если толстым слоем, то нужно сильнее продавливать пружинку формочки, и тогда получится более прорисованный узор. Но это уже такие больше детали. Делайте, как вам нравится, хоть кругленькие, хоть вырубки без прорисованных деталей, получится очень вкусно. Если же вы положите печенька в какую-нибудь красивую новогоднюю коробочку, то с удовольствием можно пойти в гости и порадовать своих родных. Я еще слегка притрушиваю сахарной пудрой, буквально капельку, чтобы придать такую легкую нотку рождественского праздника. И при желании уже готовая печенька можно обмакнуть в темперированный шоколад, и у вас получится такое красивое рождественское печенье в шоколадной глазури или в шоколаде. Я надеюсь, вам понравится этот рецепт. Обязательно пробуйте. Пишите в комментариях, что у вас получилось. Всем спасибо и до скорых встреч. Всем пока!